Здравствуйте, с вами команда Нихоп, и сегодня хотел бы поговорить на тему гонка вооружений, как происходит развитие технологий и в целом к чему это приводит не только на рынке Форекс, а в мире. Давайте начнем, наверное, со сравнения с гонкой вооружений между странами. Если вы обратите внимание, то эта гонка происходит постоянно, начиная с очень древних времен и по сегодняшние дни. Все постоянно придумывают что-то новое, и остальные их догоняют. Потому что если ты будешь не конкурентен, то ты можешь, соответственно, диктовать свои условия, свои направления, свои пути развития, что мало устраивает другие стороны. Давайте поговорим тогда с вами о Форексе и сравним, чем Форекс похож и откуда там тоже происходит гонка вооружений. Давайте начнем с того, что Форекс отличается от биржевой торговли, потому что на биржевой торговле всегда есть контрагент, то есть тот, кто продает контракты и тот, кто покупает контракты, потому что вы скупаете контракты, которые находятся внутри стакана, то есть тот, кто выставил стейчные ордера. Если брать рынок Форекс, то там нету стаканов, там есть стопроцентный один контрагент. Есть несколько вариантов, кто может быть вашим контрагентом. Первый это сам брокер, то есть если вы покупаете, брокер соглашается с этой сделкой. Если у вас плюс, то брокер проиграл. Если у вас минус, то брокер выиграл. И дальнейшая цепочка это когда брокер получает комиссию, а торгуете вы фактически против ликвид-провайдера. То есть это банк, либо какая-то большая компания по ликвидности, где она является вашим контрагентом. То есть, если вы покупаете, соответственно, она продает. Если вы заработали, она потеряла. Если вы потеряли, она заработала. А брокер, получается, сидит на комиссии. Так вот, получается здесь такое развитие, что если клиенты зарабатывают, то брокер либо ликвид-провайдер теряет. И, соответственно, ликвид-провайдеру и брокеру нужно всегда находиться на уровне прибыли, чтобы они всегда зарабатывали. Для этого они придумывают разные ухищрения, как мешать прибыльным торговым стратегиям. Арбитраж является прибыльной торговой стратегией, которая имеет при должной настройке и оптимизации стопроцентный доход и стопроцентные входы. Тут очень важно понимать, что контрагент это знает и, соответственно, с этим борется. Гонка вооружений может происходить как локально, связанная с одним брокером, так и глобально, относительно всех брокеров, которые у нас находятся на планете Земля. Если мы берем локальные, то тут происходит гонка на таком уровне, пока кто-то из сторон не проиграет. Чаще всего проигрывают трейдеры, потому что они не обладают, во-первых, теми финансовыми возможностями, как брокер, и у них недостаточно технологий, чтобы быть на голову выше брокера. И как мы это видим? Значит, представим, арбитраж это прибыльная торговая стратегия, которая знает 100%, куда изменится цена в ближайшие полсекунды, секунду. Открывается сделка, мы в плюсе. Сделка сразу закрывается. Брокер видит, что появился какой-то клиент и с 50 долларов сделал 10 тысяч долларов и, соответственно, выводит. Брокер должен отдать чистую прибыль 9950 клиенту. Он начинает проверять, как сделать так, чтобы ему не отдать. И вот впоследствии 2012
10-го, там, 2014 годах, вот в те годы зарождался такой массовый арбитраж, он начинал появляться. Вот в те годы брокеры не знали, что это такое, они не понимали, что такое арбитраж, и очень часто, если не быть очень жадными и не делать там по 100-200 тысяч долларов, то вам всегда деньги отдавали. Это потом уже брокеры, которые кухонные, которые сами являются контрагентами в СНГ и без регуляции, они уже деньги не отдавали. Но суть в том, что изначально мало кто знал, что такое арбитраж. Он был не распространен, брокеры не знали, как с ним бороться, и в глобальном масштабе они начинают постепенно разрабатывать стратегию, как бороться с этими потерями. То есть для больших ликвид-провайдеров, банков, эти потери несущественны. Это не 100% потери дохода, но это, например, потери дохода может составить 20%. Для большого банка, это я говорю сейчас о миллионах долларов, и для них это огромные существенные потери, соответственно, они начинают разрабатывать систему по внедрению новых правил в регулятор, новых правил в договор между клиентом и брокером. Они начинают внедрять новые технологии, будь то быстрый сервер, быстрые котировки, быстрая скорость обработки, вот, дополнительные проскальзывания, айквоты, эйджекты и все что угодно. То есть они начинают бороться. Так вот, если брать локально именно брокера, с которым вы соперничаете, то с ним в короткий промежуток времени, там полгода-год, можно играть в кошки-мышки, то есть в догонялки, кто кого перегонит по технологии. Если брать глобально по миру, брокеры придумывают общую какую-то технологию против арбитража, например, за 4, 5, 6 лет. То есть это такой промежуток времени, за который они массово придумывают технологии, чтобы бороться со стратегией, которая для них является убыточной. Давайте рассмотрим пример. Начнем с, например, был такой брокер в свое время, он назывался ЗАО Гиппотрейд. Но сейчас, судя по всему, уже этого брокера нет. Насколько я знаю, его уже вообще давно нету. Он в 2014 году закрылся где-то, вот дата регистрации, 2013 год. Ну, в общем, смысл какой? Брокер начал работать где-то с осени 2013 года. Мы открыли там счет, пополнили его на $50. Ну, в тот момент, в то время у нас не было большого количества денег для того, чтобы торговать и зарабатывать по этой стратегии, там, вкладывать большие суммы. Мы тогда еще на тот момент боялись вкладывать большие суммы, там, 2, 3, 5 тысяч долларов. Вот это был этап тестирования. Вот мы вложили $50, раскрутили его до 1500. Значит, звонит нам брокер и говорит: здравствуйте, нам нравится, как вы торгуете, возможно, вы будете управлять нашим счетом, и либо еще как-то. Мы сказали: да, возможно, но пока мы так будем сами торговать, и заказали вывод. Деньги нам поступили. Брокер не понял, что произошло. Понятно было, что сотрудники компании слабо представляли вообще, что такое арбитраж. Мы завели еще туда $500, сделали порядка 5-7 тысяч долларов, может быть побольше, вывели эти деньги. На тот момент еще курс был старый в рублях. Заработали опять, и уже после 7 тысяч выводы, следующий, третий раз, когда мы уже завели, нам уже выводить не хотели деньги, и была спорная ситуация. Они не могли, они не отказывались выводить, они создавали задержку, что подождите, тут у нас проблемы с кошельком для перевода, ну, создавали разные затягивания времени. Видимо, они узнавали информацию. Позже они поняли, что такое арбитраж. Поняли, что у нас сделки все по 0-1 секунде. Поняли, как с этим бороться. И они у себя меняют правила в договоре, где они прописывают четко, что сделка должна быть не короче 1 минуты.
Мы сказали, ну хорошо, мы вас поняли, но договор вы заключили уже позже. Ну, изменили условия договора, отдайте нам деньги. Деньги нам они отдали. Что мы сделали дальше? Мы включили хеджирующую торговлю. На тот момент там можно было отменять встречный ордер локирующий, потом можно было отменять, не платя за спред. Мы начали торговать так, сделки длиннее 1 минуты. Все было хорошо, вывели нам еще один раз 3000, потом еще 5 или 6 тысяч долларов. Они это поняли и сделали запрет на хеджирующие позиции, чтобы хеджирующие позиции, начало открытия, конец должны быть не в одно время. Я не помню, честно, это давно было, но суть такая, чтобы не было, чтобы хеджирующих позиций не было. И сделки длинные были, сами по себе отдельные, не в хедже. Мы сказали хорошо, нам отдали деньги последний раз, и что мы сделали? Мы начали торговать в долгую с удержаниями. Мы подняли див до 5 либо 6, и на сильных новостях у них идеальные входы были, мы просто ждали, когда цена уж ходила, и там 5-6 минут ходила в плюсовой зоне, и мы просто закрывали сделку. И мы вложили, вначале потестировали, вложили $100, достали оттуда $600, потом вложили 1000 или 2, и уже там по 10 тысяч вывели. Когда мы вводили опять 10 тысяч, к нам уже были вопросы, потому что вроде сделки длиннее минуты, но торговали мы их роботами. Они уже не знали, как повлиять на нас, но так как там сидели относительно люди некомпетентные, как вот не специалисты по брокерам, видно, что у них было опыта мало, они запретили торговлю роботами. В MetaTrader 4 сервере можно включить галочку, что роботами торговать нельзя. И на тот момент что мы сделали? Мы уже написали на тот момент робота, который кликал. То есть сам робот не торговал, но он на one-клике нажимал купить или продать, либо открывал через F9 окно и нажимал купить-продать. За счет этого все сделки были ручные. Плюс мы удерживали их также в районе минуты, и потом она по таймеру, то есть проходило какое-то время, она закрывалась, эта сделка. И получалось, что опять не видно. Мы вывели еще 5 или 6 тысяч буквально из этого брокера. Последний платеж нам не отдали, наверное, процентов на 70, может быть на 60, но не отдали большое количество денег. Главное, что отдали наши и часть прибыли. Это уже было для нас приемлемым в той ситуации. Это длилось все на протяжении буквально 4, может быть 5 месяцев, начиная с Нового года 2014 года. В итоге, как результат, компания закрылась. Брокер этот, ЗАО Гипотрейд, и сайт он был гипотрейд, по-моему, .pro, он закрылся. Брокер не смог вынести конкуренцию относительно нашей торговли. То есть они работали как контрагенты, были они, и они потеряли большое количество денег для этой компании, для этого брокера. И, соответственно, получилось, что мы заработали, они потеряли, и они, как следствие, закрылись. Это прямая была гонка вооружений, то есть мы подстраивались под их торговые условия, создавали новые условия, и они не успевали, они всегда были в роли догоняющего. То же самое происходит и глобально на рынке Форекса. Раньше торговали всегда все валюты. То есть до 2014 года все торговали валютные пары. Это считалось нормой, это считалось самым лучшим инструментом для арбитража. Позже люди стали переходить на индексы. Они поняли, что на индексах есть большая волатильность, она не привязана к новостям и можно зарабатывать больше. Соответственно, пока это все происходило, пока происходило в начале валюты, что делали в мировом сообществе брокеров? Они придумывали плагины. Плагины стоили тогда от 10 тысяч долларов плагин, и он был настолько примитивен, он все, что делал, это время исполнения увеличивал, либо создавал квоты постоянные, что ты не мог зайти, либо
Какие он еще варианты? Но он еще мог плагин вешать, если он видел короткие сделки, там, например, если 2-3 сделки проскакивало, короче, там 10 секунд. Он считал, что это арбитраж и сразу вешал, увеличил время исполнения. Собственно, и все. Все, что они смогли сделать там за 1,5-2 года. Дальше уже больше, когда этот маховик запустился, когда начало все это мировое сообщество бороться с арбитражом, начали придумывать на уровне регулятора уже. Впервые в 2018 году у регулятора ФСА проскочила фраза, и там стал официально запрещен арбитраж в том виде, в котором мы его раньше видели. Это короткие сделки, 1 секунды, 2 секунд. И в этот момент уже технологии как развиваются. Либо вы торгуете до сих пор арбитражом, если вы возьмете, например, давайте на примере наших продуктов. Смотрите, у нас за последнее время, за последние 2018, 2017, 2019 года технологии постоянно развиваются. То есть мы классическим арбитражом практически не торгуем. Например, у нас появился NewHop FixAPI. FixAPI это торговля по протоколам межбанковским, где многие брокеры предоставляют, и можно торговать напрямую с банком, с ликвид-провайдером и зарабатывать. То есть эта технология, она ускорила процесс обработки, исполнения, исключая брокера. То есть брокер в данном случае вообще никак не участвует в процессе. За счет этого мы ускорили и стали работать. Отчеты мы по Fix API не выкладываем, потому что у них нет единого стандарта подключения. То есть у фикс протокола нету отображения сделок. То есть у них всегда используются дополнительные окна, будь то в браузере, будь то там MetaTrader 4, 5, где как бывает. Но нет никакого одного стандарта, поэтому мы не используем это. Не выкладываем отчеты по этому поводу. Дальше. Мы разработали роботов на CTrader, на MetaTrader 5. После этого мы стали выпускать брокеры стали добавлять криптовалюты. Мы добавили роботов для криптовалют. После этого осенью 2018 года, этот год мы разрабатывали эту технологию. Это NewHop Insight. Появилась программа внеконкурентная, которая может торговать ручными ордерами, и брокер не определяет сразу, что это арбитраж или робот. Позже этого мы доработали и придумали технологию Hidden, которая маскирует ордера. Помимо того, что они ручные, ордера стали по 2, 3, 5 минут, сколько укажете. Так вот, сама технология глобально такая же, как и я вам рассказывал про HippoTrade. То есть смысл роста необходим, если вы находитесь на одном уровне развития и не развиваете технологию, стратегию не дорабатываете, то вы по-любому загнетесь. Это связано конкретно с арбитражом. Мы всегда дорабатываем стратегии, выводим новые внеконкурентные технологии. И вот в этой гонке вооружений Hidden, который мы разработали относительно недавно, эта технология работает на одном счете, при этом брокер ее не может определить, что это арбитраж. И вот эта стратегия, она внеконкурентна в каком плане? Что она будет работать еще достаточно долго. То есть брокеры только-только сейчас научились бороться с арбитражом. Они поставили качественные плагины. Они поставили качественные сервера. Они через регулятор прописали условия, где регулятор конкретно арбитраж с короткими сделками может и имеет право отменять и принимает решение в сторону брокера. Мы сделали... Они сделали, чтобы поменяли договора. В договорах, условиях везде запрещен арбитраж, везде запрещены короткие сделки. Даже если вы пишете, если у вас сделки по 10, 20, 30 секунд, они все равно пишут, что это высокочастотные сделки и тоже могут вам отменить. Так вот,
смысл в чем? Стратегия Hidden сейчас является внеконкурентной. Она ручная, она имеет встречные ордера, которые перекрывают, имеют разное время закрытия. И фактически по истории, если мы посмотрим, давайте у нас вот новости, мы выкладывали, вот, например, если я не ошибаюсь, вот тут, сейчас мы найдем отчет. Вот, смотрите, смотрим на график вот этот вот, и видим по этому графику, что понять по линии, кроме того, что она постепенно ползет вверх, что это арбитраж, невозможно. По сделкам, сделки очень длинные по времени. Второй отчет, когда продолжали мы, вот, то же самое, не определить, что это арбитраж. Непонятно, график двигается, зарабатывает, ты теряешь сделки. Непонятно. Вот, к чему и это все? Гонка вооружений, она происходит всегда. И классический арбитраж так или иначе умирает уже, потому что против него придумали достаточное количество защиты, как брокеры, так и ликвид-провайдеры. И надо это понимать, принимать и развиваться дальше. Поэтому мы предлагаем, помимо этого, вот что у нас последняя новость, давайте посмотрим ее. Если вы ее прочитаете, остановите на паузу, изучите, мы предлагаем сейчас новый продукт New Hope Freedom. Это отдельная библиотека, которая позволяет вам разработать свое программное обеспечение на любом языке программирования. C-Sharp, C++, Java, да все что угодно. И через эту библиотеку вы будете торговать у брокера непосредственно без самого терминала. Количество плюсов колоссальное. Как вы не будете получать мусор, спам от брокера в виде новостей, котировок по всяким инструментам, прочих их дополнительных проверок. У вас не будет циклов ни MetaTrader 4, который уже достаточно глючит постоянно, уже все от него плачут. Ни цикла Windows не будет. У вас фактически все будут сделки ручные. Вы сможете подключить любого провайдера, любые данные, какие вам надо, от любого терминала. То есть это все адаптивно. Если вы торговали раньше, например, на Ninja, у вас написано отдельное программное обеспечение на C++, то и вы можете подключить MetaTrader 4 и спокойно торговать. То есть эта программа, эта библиотека, она позволяет вам это сделать. И если с инсайдом еще кто-то не понимает, то есть смысла технологии, то с New Hope Freedom все достаточно понятно, потому что эта технология позволяет освободиться от оков терминала и начать развиваться самому и создавать программное обеспечение, которое будет работать не только в MetaTrader 4, но и работать в любом другом торговом терминале. Давайте подведем итог. Смысл этого видео, который пытался я передать. Как и в вооружении, так и на Форексе есть всегда гонка вооружений. То есть гонка стратегий, гонка технологий. Чем вы более развиты, тем лучше вы понимаете рынок. Как устроена другая сторона, противоборствующая вам. Как устроена технология, по которой вы зарабатываете и работаете. Тем быстрее и лучше вы будете развиваться еще дальше и зарабатывать. Потому что брокер сейчас, на текущий момент, всегда находится в роли догоняющего. У него нету сейчас основы для того, чтобы быть лидером. У них медленный механизм принятия решений, будь то регуляторы, будь то плагины, будь то какие-то дополнительные пункты в договорах между клиентом и брокером, потому что они борются со следствием, то есть с тем, что к ним пришел клиент и уже начал торговать этой стратегией. Если вы будете постоянно развиваться, то вы будете всегда зарабатывать, то есть это постоянный процесс. Если взять нашу компанию, то мы та компания, которая постоянно инвестирует, и деньги, которые мы зарабатываем сами, мы дальше вкладываем в продукт. Непосредственно вот есть другие
компании, другие другие сайты, которые продают что-либо подобное. Люди ссылаются, вы знаете, а там дешевле, либо вот тут продукты выглядят более красочные. Да, пожалуйста, мы всегда говорим, идите туда, вы все равно придете к нам, потому что в конечном итоге люди получают, все равно ломают зубы, а некачественные продукты, а плохие котировки и разные другие еще проблемы все равно приходят к нам в конечном итоге, потому что мы та компания, которая сами работаем постоянно этим продуктом. Мы его развиваем не только потому, что нам надо его продать, а нам в первую очередь надо его развить, потому что мы этим зарабатываем. С денег, которые приходят с продаж, мы инвестируем их в оборудование, мы установили свои сервера, у нас очень дорогие скоростные потоки котировок, за которые отдаются отдельные большие деньги, у нас кросс-коннект соединения. И клиент, приходя к нам, получает все это автоматически. Ему не надо искать, как подключить там быстрый LMAX, где взять сервер, как его поставить. Один сервер, если вы захотите хорошо работать через хороший качественный сервер, получать оттуда котировки LMAX по кросс-коннекту, это у вас встанет минимум $1000 в месяц. Это минимум. Но люди считают, что отдав, например, там $600 или 1000, что это огромные деньги и что продукт очень дорого стоит. Вы не понимаете, за что вы отдаете деньги. Видимо, вам надо более понять этот рынок, как все устроено. Тогда вы поймете и будете четко понимать, что это небольшие деньги, если постоянно использовать данный продукт. Подводя итоги, еще раз, постоянное развитие, постоянная гонка вооружений и передовые технологии всегда будут поднимать вас на новый уровень и давать сливки. Потому что 90% всех доходов и сливок снимают те, у кого передовые технологии. Дальше 10% выедаются и зарабатываются долго и тяжело. Потому что вы уже пытаетесь заработать там, где уже рынок хорошо потрепали и хорошо оттуда вывели деньги. Удачной вам торговли! Следите за технологиями, развивайтесь и идите в ногу с нами. Тогда вы будете знать, что сейчас в тренде по арбитражу, какие технологии в тренде, и вы будете с нами развиваться и зарабатывать. Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете их писать в комментариях. Если у вас есть темы, по которым вы хотели поговорить, это не касается арбитража, не касается регуляторов, чего-то еще. Если вам надо по торговле, по каким-то стратегиям, индикаторам, советникам, задавайте вопросы. У нас достаточно много информации, мы можем с вами ей поделиться. На этом все. До свидания.